Привет! Сегодня у меня на обзоре еще одни динамические проводные EM наушники от TIN Hi-Fi, только на сей раз модель уже подешевле. Наушники TIN Hi-Fi C3 на Алиэкспрессе стоят плюс-минус $50 и оснащены 10-мм драйверами с композитными диафрагмами высокой эластичности. Конструкция классическая по одному динамику на наушник. В аккуратной белой коробке помимо наушников и провода также имеется 5 пар сменных насадок умеренной жесткости. Лично мне они по качеству очень напомнили черный от KZ. Думаю, кто давно в теме понял, о чем я сейчас говорю. Тем не менее, коробочные варианты вполне себе годные, и лично я менять их не стал. Ну а кому все же захочется это сделать, то особых проблем эти манипуляции не доставят. Диаметр звуковода здесь вполне стандартный 5,7 мм. К слову сказать, сетки на звуководы установлены металлические, а вот сами головки выполнены из пластика. Не могу сказать, что это как-то плохо или по-особому влияет на звук, однако я уже привык видеть в этом месте металл, причем его применяют даже в более дешевом сегменте. Почему этого не сделали тут, остается только гадать. Не думаю, что на этом хотели сэкономить. Тем не менее, корпуса наушников в меру компактный и имеет формат кастомных мониторных затычек. Дизайн максимально лаконичный, цвет в продаже только один – это черный. Фейсплейты отделаны под карбон и как будто бы залиты эпоксидкой. Сам корпус полностью литой и гладкий, без стыков и резких углов. В ушах наушники сидят как влитые и за счет умеренно длинных звуководов вкупе с комплектными амбушюрами обеспечивают неплохую пассивную шумоизоляцию. Помимо самих наушников, удобным оказался и провод, хотя в тех же Kiwi Airs Cadenza исполнение мне понравилось больше. Тем не менее, перед нами четырехжильный вариант, покрытый полупрозрачной белой оболочкой, где каждая жила имеет посеребренное покрытие. В модели используются двухпиновые коннекторы для подключения самих наушников и металлический прямой штекер для взаимодействия с источником. Джек имеет стандартный размер мини в 3,5 мм. Если же проводить прямое сравнение со старшей моделью T4+, то по этой части у последних провод мягче и приятнее. Скорее всего, это было достигнуто за счет иного материала, используемого для оболочки. Во всем остальном же провода в обеих моделях по своему удобству ничем не отличаются. Так что менять сам провод особой необходимости нет, он вполне удобный. Теперь что по звуку. Наушники звучат массивно, объемно и очень драйвово. Здесь как раз таки в дело вступает классическая V-образная АЧХ. Она-то и задает тон общему восприятию звучания. Баса здесь однозначно больше, нежели в старших T4+, однако сам характер этих низких частот немного другой. Бас в этих наушниках ощущается более глубоким, но при этом менее масштабным. Разумеется, такое положение вещей не могло не сказаться и на вокально-инструментальной составляющей. Звучание среднего регистра теплое, в меру глубокое, но опять-таки не сильно широкое, в особенности если сравнивать с T4+. Однако хуже от этого наушники не играют, баланс здесь соблюдается, просто с меньшим количеством деталей и более мягкими переходами регистров. Верхушки здесь не звонкие, они хорошо отстроены для придания акцентов там, где это необходимо, и не пытаются бежать впереди паровоза, оттягивая на себя часть приграничных среднечастотных отзвуков. В общем и целом, перед нами самое что ни на есть классическая динамическая частотная картина со всеми ее плюсами и минусами. Уверен, что любителей такого яркого и глубокого звучания наушники равнодушными точно не оставят. Да, сложная музыка в них полностью не раскроется в силу ограниченности по детализации, но, к примеру, для электроники, рока, металла или же современной популярной музыки такие наушники вполне подойдут. Разумеется, и для эквалайзера здесь есть куда разгуляться. Громкости хватает сполна как при прослушивании напрямую со смартфона, так и с отдельного Hi-Fi источника. Наушники обладают импедансом в 32 Ома, чувствительностью в 106 дБ и поддерживают диапазон частот от 10 до 20 тысяч Гц. Максимальная мощность на выходе составляет 5 мВт. Если же говорить о своих личных предпочтениях, то, как это ни странно, C3 мне понравились немного больше, нежели предыдущие T4+. И дело здесь скорее не в качестве звучания, потому как последний однозначно имеет преимущество по этой части. Здесь большую роль сыграл именно форм-фактор наушников и мои личные ощущения. Так уж вышло, что формат мониторных затычек по своему удобству лично мне нравится больше, нежели классические бачата, как в T4+. Оттого мне гораздо удобнее и комфортнее слушать музыку именно в таких наушниках. Ну и в силу того, что в моей музыкальной коллекции больше преобладает всевозможная электроника, то и звучание C3, в особенности когда хочется поднять себе настроение, мне понравилось больше. Да, оно с меньшим количеством деталей, но вот так иногда необходимого баса в них все же больше. В любом случае, обе этих модели по-своему хороши и достойны внимания, но окончательный выбор, как всегда, остается за вами. Я же со своей стороны все, что хотел рассказать про модель C3, сегодня рассказал. Спасибо, что посмотрели это видео, лайк, подписка по желанию и до новых встреч. Пока-пока.